Так, я всех приветствую на меловом. В общем, что сегодня будет происходить? У меня вот здесь есть вот такие вот очень вкусные, кстати, печенья, как их все называют, да, поделки эти из мела. Также есть большая вот эта вот плитка и снизу еще огромные вот бруски. Вон они какие здоровенные. Также вот такая вот маленькая печенюшка и глина уральская. Она всем очень сильно даже понравилась. На мое удивление, уральская разлетается очень быстро. В общем, пробую. Начнем с пиленных брусков. Это мел волоконовка. Пока что я хрущу. Это пиленые бруски 5D волоконовка. Также тут есть уральская у меня. Печенье из более чем 100 сортов мела и глины. Вы можете задавать свои вопросы. И как только похрущу, обязательно отвечу на вопросы. Так, ребят, всем привет еще раз. В общем, здесь у меня мел волоконовка 5D, который я только что хрустел. Поехали дальше. Это вот такая вот печенюшка Рафаэлла. Следующая красота. Это вот такая вот громадная плитка. Эта плитка, получается, все вот это вот печенье, печенюшки, да, они состоят из примерно 12 сортов глины и 80-90 сортов мела. Примерно в консистенции они идут 60 на 40, наверное. 60% мела и
ну, получается 40% глины. И вот такие вот громадные просто бруски. Но это такой неровненький, более как печенюшка. А вот этот прям брусок-брусок. Вот он. Также есть, получается, вот такая небольшая вот кусочек небольшой уральской и маленькая печенюшка. И здесь получается тоже небольшая печенюшка. И вот отдельно описание бы даже хотелось бы заснять по поводу вот этого вот печенья, потому что вкус прям вау. В общем, из чего печенье я ответил. Поехали дальше. Вот эти бруски. Причем вообще я люблю очень сильно бруски, так как их в принципе и удобно кушать. И вкус у них немного другой, нежели у кускового мела. Более какой-то выраженный. И поэтому они мне больше нравятся. Что же конкретно по данному сорту? Сорт Волоконовка. Он идет очень жирный сорт. Вот до этого ролик был АСМР с сортом Васильполье. Он идет прям точно такой же, в принципе, для меня. То есть это точечные вкрапления. Это также получается молочный цвет, среднее откусывание, привкус небольшой побелки, сливочности. Ну и, конечно же, маркость сильная. По поводу вопроса, очень часто задаваемого, как мои родители относятся или родные к тому, что я кушаю мел, продаю мел, занимаюсь этим. Ну, абсолютно адекватно. Почему они должны как-то плохо относиться? Для меня это тоже вопрос. Все, они решили мне испортить там прямой эфир своими криками. В общем, в принципе, про пилин я рассказал. Попозже дохрущу
этим бруском. Но сейчас вот эта вот печенюшка. Попробуем ее. Кстати, по поводу глины. Я бы не сказал, что я особо глину ем. Выглядит она так, что в любом случае мел глины, он немножко перебился, как и мел белого цвета мела, да. Но есть, допустим, такие кусочки, вот здесь вот видно в печенюшке, то, что прям мелок сам не растворился, хотя я очень хорошо все это делал через горячую воду, смешивание и так далее. В общем, поехали. Эта печенюшка состоит около 100 сортов мела и глины. 12 сортов где-то мела, все остальное, точнее 12 сортов глины, остальное мел. Это очень неординарный какой-то вкус. Мел чувствуется как изначально, как при запивании, но он чувствуется по-другому. И звездка вот это как-то у мела проявляется. Но опять же, вкус какой-то искаженный. Когда запиваешь, очень хорошо начинаешь чувствовать мелок. Но и глина в том числе. Здесь особенно преобладает глина Астана, почти все виды. И Туркестан практически все виды, кроме соленого, насколько помню. То есть, чтобы вы понимали, да, когда у меня в ролике спрашивают, а вот куда ты эту глину теперь убираешь, да? А вот куда ты этот крошку мела там убираешь теперь, да, на продажу все это пускаешь? Ну, нет, для меня это как бы, как про мел или глину таковую, да, говорить про гигиену там особо ничего не скажешь, но тем не менее у каждого есть там своя какая-то планка, да. И вот у меня, допустим, для меня это ненормально было бы, если бы я продавал такую мел или глину, которую я уже использовал. Поэтому, соответственно, я вот наделал из нее какие-то такие печенья, которые у меня, кстати, лежат уже, ну, наверное, если не соврать, полгодика. Ну, очень давно. Это очень вкусно и сложно. По поводу того, что вы пишете, что нельзя глотать, ну, я с этим согласен, но я ведь глотаю не для того, что для подписчиков или для чего-то вот такого, да. Кто-то, наоборот, там пытается снимать так, хотя он выплевывает, что он типа глотает. Но нет, мне просто самому это нравится, я стараюсь как бы от этого избавиться, кушать меньше, меньше, меньше. Но когда-то получается, когда-то нет. Что удивительно еще в этих печенюшках, то что время от времени, как сказать, свежесть такая какая-то есть. Не знаю тоже, с чем же это все связано. Но трофейлку было бы прикольно скушать. Ее, я думаю, запущу на ролик конкретно с описанием этого всего. Давайте попробую уральскую. Вот уральская глина это тоже что-то вау, необычное. Портятся ли зубы? Ну, как сказать, я спрашивал стоматолога, он как бы говорил, якобы ничего страшного, то, что для эмали, для зуба, типа, в этом нет. Но я опять же это в частной узнавал. Она мне еще стоматолог, у которой я был, сказала то, что она сама ест мел. Так что сложно сказать.
чем мне нравится уральская, чем она отличается от других глин. Допустим, классические глины это Астана и Туркестан, допустим. Вот она от них отличается, во-первых, тем, что она не вяжет. Поэтому, мне кажется, она очень даже популярная. Она идет довольно легкая. То есть купить, допустим, килограмм Туркестана коричневого и килограмм Туркестана Астаны, это будет разное количество. То есть понятно, что вы купите там по килограмму, да? Но в объеме уральская будет больше. То же самое, что вы купите там мел, тот же Васильполье, да, и, допустим, глину Актабе. Она легчайшая, поэтому там, опять же, колоссальная разница в объеме. Следующий момент, отличительной особенностью уральской, это ее огнеупорная стойкость. За счет того, что она идет как огнеупорная глина, то есть она начинает как бы таять и так далее при повышенных температурах, то есть не как обычная глина, да. И отсюда мы выходим к тому, что именно при заливании тем же кипятком 100-градусным она ни в коем случае не начинает таять, она начинает трескаться. Понятно, это огромная температура, трески вот эти вот происходят, и глина начинает трескаться, но ни в коем случае не таять. Поэтому, когда мы ее кушаем, она все больше, больше, больше уходит в крошку, но не таяние. Какой-то очень твердый кусок попался. Нет ли у меня страха после съеденного количества? Ну, скажу честно, типа, у меня его не было. В один момент, когда я съедал очень много, это не то, что страх был, просто ты знаешь, ты сейчас ходишь в туалет и будет капец. Но если пить, во-первых, много воды, ходить в этот же туалет часто, да и стараться кушать его в таких количествах не часто, то на самом деле страшного ничего не будет. Конечно, у каждого человека индивидуальные будут последствия, да, но у каждого по-своему. Да, здравствуйте еще раз всем. В общем, насчет, кто-то спросил, акции и так далее, скидки будут ли на мел и глину. У меня в группе, получается, к Новому году. В честь Нового года, да не то чтобы в честь Нового года, а просто я хочу запустить акцию. Она на днях, либо ближе к Новому году появится. В общем, участвовать смогут также все. Я решил вернуться к пиленой 5D волоконовке, потому что кушая сначала, печенье, потом глину уральскую. Успел соскучиться по мелу. Уральская глина очень похожа на опоку, не растворяется в воде как камень. Ну, возможно, я не слышал про такое, что это. Пробовал ли я сам добывать мел? Ну, нет. Была бы у меня возможность, или где-то рядом была такая гора, с удовольствием, а так нет. Какой мел со вкусом сырости? Ну,
Вообще часто у меня спрашивают мел со вкусом, блин, бетона. Такой сорт у меня в наличии один сейчас, а вообще в ассортименте около 3. Но со вкусом сырости их можно подобрать очень много. Это большинство это жирные сорта. У меня в группе вы можете зайти и посмотреть описание всех сортов. Как описание, так и ассортимент разделен на сухие, жирные и так далее. Вкус сырости. Ну, давайте подумаем. Возможно, это будет вельвет с привкусом сырости. Ну, вообще, почему я говорю, это скорее сырые, жирные сорта. Потому что так или иначе они практически каждый раз приходит, блин, новая поставка, новый сорт, грубо говоря. То есть нет такого, чтобы вот постоянство, вот это, да, вот такой сорт он был в начале, он такой идет. Нет. Поэтому просто подберите какой-нибудь жирный сорт, посмотрите у меня в группе, какие сорта им являются жирными, и закажите несколько разных. Потому что не факт, что вам придет именно такое, о котором говорю я по описанию. Какой мел больше нравится, Ватутин или Эллен? Да, они оба классные. И Ватутин, Эллен такой более сливочный, Ватутин более просто жирный сорт, как та же Волоконовка, например, да, вот которую я сейчас кушаю. А Эллен очень схож с тем же красавчиком, а красавчик идет более как глиномел, но он есть и классический. Поэтому тут кому что нравится. А можете рассказать про мел песчанку, как его добывают, как его чистят? Ну, мел песчанка это один из, на мой взгляд, самых оригинальных сортов мела, потому что, допустим, вот если вы заказываете ватутин, да, вам какой-нибудь, ну, поставщики редко, наверное, так делают, если вообще делают. Вот продавец-то, думаю, может сделать и подсунет вам любой другой какой-нибудь, допустим, жирный сорт. Вместо ватутина та же волоконовка. И как бы тут сложно сказать, что вы что-то различите, поймете, скажете, вам положили не то, да. А вот заказав песчанку или, допустим, сорт Акбулак, это оригинальные сорта, да, но песчанка, в отличие от Акбулака, да, она идет круглая, камушками. То есть, ну, нельзя вам положить сорт Ватутин и сказать, что песчанка такая вот этот раз. Нет, она всегда идет камушками. Поэтому ее, ну, нельзя просто перепутать с чем-то другим. Вкус у нее, ну, вкус у нее не мега оригинальный, настолько же, насколько вид, потому что на вид больше нет таких сортов, а на вкус такие земляные, травяные, да, вкусы есть. И что-то еще хотел сказать про песчанку. Как ее чистят? Никак. Песчанка не чищенная идет. Во-первых, это маленькие камушки. А из-за именно, как сказать-то, способа добычи, которым, я знаю, которым добывают ее, да, ее не чистят. Во-первых, это в принципе нелогично ее чистить. Во-вторых, она добывается просто чистая. Третий момент, чистят ли ее, допустим, от вот этих вот окаменелостей, потому что, грубо говоря, там есть, попадаются вам в песчанке вот такие два кусочка. Ну, пусть они будут большие, но и такие есть. Там в песчанке бывают и вот такого размера кусочки. Попадаются вам два вот таких кусочка, абсолютно идентичные и одинаковые. Вы думаете, что это оба, ну, кусочка песчанки. Этот скушали, все хорошо, этот начинаете кушать, не кусается. Оказывается, окаменелость, просто очень пыльная в мелу и похожа на песчанку. Соответственно, вот такие вот кусочки, которые называются окаменелости, всякие разные, которые попадаются в песчанке, они не чистятся. Потому что, ну, нереально, во-первых, просто это все почистить, поэтому она идет нечищенная песчанка. Да, кстати, песчанка со вкусом сырости. Как тебе чародейка?
Ну, довольно необычная глина. Вроде пробовал, кстати, и ту, и ту. Разницы между обеими не понимаю. Кто знает, напишите. Какой мел самый ужасный? Ну, такого, к сожалению, мела нету. Это то же самое, что вы скажете, какие конфеты самые ужасные. Ну, для кого-то те конфеты, которые я могу называть, будут самые вкусные. Может быть, это его любимые, да? Ну, кто-то может чистить песчанку, но в любом случае это окаменелость, и ее точно не чистят. Какой мел самый ужасный? Заново спросили, отвечал уже. Старый оскол самый ужасный. Старый оскол, ну, у меня его очень часто заказывают, поэтому не могу согласиться здесь. Да и сам время от времени его кушаю. Старый оскол элит, он идет такой, что это вроде бы песочный сорт, а вроде бы не песочный сорт. Поэтому вот такая вот золотая середина, и он попадается как бы без вот этих осколков. Ну, поэтому многим нравится, не знаю. Но это опять же зависит. Все это рандомно идет, то есть кому-то может реально громадный кусок окаменелости попадется, а может вы закажете, у вас вообще один, он будет здоровый кусман, и вы будете думать, что вау, как же классно, мне повезло с таким куском, а потом окажется, что это просто камень. Печенюшка. Вы открыли свой интернет-магазин, чтобы продавать мел в Африку, Америку и другие страны, ну или продаете через eBay или Express. Я открываю сейчас Wildberries, на нем будут идти продажи, там также будет бесплатная доставка, но это по России. В Америку, в любые другие страны, я в множество стран отправляю. Я отправляю просто через группу ВКонтакте, либо люди пишут мне в WhatsApp. В eBay я еще не заходил. И на самом деле я не знаю, насколько легко будет зайти туда смелым, потому что я посмотрел, что-то я там особо статистики не увидел. Ну и туда попробую. AliExpress тоже будет рассматриваться. В общем, в принципе, все маркетплейсы, которые есть, так как я сейчас, ну, плотно этим занимаюсь, так скажем, время на это уделяю, буду туда как-то заходить. Ну, печенюшки это что-то. Вот печенье из чистой глины мне бы не понравилось. Из чистого мела, из крошки ассорти, не бы не понравилось, а мне оно не понравилось, я его делал. А вот в перемешку какой-то оригинальный классный вкус получается. В общем, советую, попробуйте. Как вам сорт премиум новичок? Классные сорта. Как на вкус вроде рассказал. Чародейка вторая более тверже, чем первая. Вот опять же, да, я с такой же вот, с таким же успехом, как, допустим, сделали первую, вторую чародейку, если действительно они отличаются только вот этими двумя факторами, что одна из них потверже, я могу весь свой ассортимент разделить на две части и сказать, что теперь весь второй ассортимент, он потверже, потому что сегодня я закажу сорт, допустим, Белая гора, он будет такой твердоватый, а завтра я закажу, он будет мягкий. Хотя, по сути, это вообще сухой сорт, он должен быть мягким. Ну, все зависит от поставки, от места добычи, поэтому оно время от времени различается. Так почему-то, я уверен, и с чародейкой происходит. Здесь ее мы добыли, ага, твердоватая пошла, будем ее как вторую продавать, там она у нас стандартная, мягкая, пусть идет, как всегда шла. Авито тоже хороший вариант, недорого доставка. Ну, Авито я просто с Авито продаю, но опять же, те люди, кто сидят и смотрят объявления в Авито, они, видите, с большей вероятностью закажут в своем городе, потому что, скорее всего, там будет продажа. А, допустим, ну, не факт, что дешевле, чем у меня, да, но в любом случае проще сходить вот здесь в соседний дом и забрать.
То есть почему бы и нет. А, допустим, если с моего города, то люди с большей возможностью, они мне, допустим, пишут на то же Авито, в ту же группу ВКонтакте, потому что я часто, если на Авито напишут, пишу, чтобы заходили через группу, заказывали. Так как там скидки, в принципе, весь ассортимент и описание. И в основном доставка по городу, потом они заказывают. Это идет либо на такси я отправляю, выбираю какое-то самое более-менее дешевое. Ну, второй вариант это самовывоз. Им пользуются чаще всего. Мел, Селяночка, Белая гора, Солнышко, Васильполе, Богородский, Настена, Храповский, Линка, Красавчик. Что скажете об этих сортах? Вот халву как-то раз я заказал. Как бы у поставщика все сорта шли чищенные, кроме песчанки. Заказал как-то раз халву, она пришла вся в плесени ужасная. Я говорю, а как так? Там прям ванина невозможная стояла. Мне поставщик говорит, ну, видите, она не чищенная идет. Я говорю, так я за все сорта заплатил как за чищенные. Ну, в итоге мне выслали ее повторно. Но, тем не менее. Так, селяночка. Вкусная, жирная, Белая гора, классика, сухая классика, проще так сказать. Солнышко не пробовал, Васильполе очень мне нравится, как и Настена. Богородский, ну вот он постоянно приходит, то сухой, то жирный, вот непонятный сорт. Храповский. Ну, я не сильно люблю Храповский. Льдинка более-менее нравится. Красавчик это один из тоже самых любимых. Ассорти, ну, ассорти не сильно люблю, потому что я сейчас люблю более жирные сорта, а в ассорти может попасться и как бы сухой сорт. Халва мне тоже не сильно нравится, сорта песочные я не особо люблю. А булак в плиточках пришел сильно соленый. Мне при этом нравится его хруст и структура, но из-за солености не могу им хрустеть. Как-то можно избавиться от соли во вкусе? Замочить может? Ну, во-первых, начнем с того, что Акбулак это действительно идет именно горький сорт, это идет соленый сорт. Особенно я, что в нем не люблю, это когда начинаешь его кушать, допустим, первые разы, когда я его пытался все запить водой. А когда водой запиваешь, вот эта вот вся соленость и горькость, она раскрывается еще больше. Можно ли как-то избавиться от этого? Ну, самый лучший вариант и, наверное, единственный, да, это можете попробовать его замочить хорошенько, потом высушить, потом еще раз замочить. Но вы можете потерять не то чтобы структура, скорее всего, останется, даже, возможно, потверже станет. Вы, ну, многие свойства этого мела потеряете из-за замачивания. Сам вкус какой-то меловой, который был, кроме солености и горькости. Поэтому попробуйте на маленьком кусочке, а там для себя дальше сами решите. Далее. У вас ничего не болит, когда много глотаете? Да, нет, все в порядке. Ну, понятно, если, допустим, жесткий сорт, можно там пораниться как-то, да? Жду, когда этот шарик откусите. Нет, шарик этот будет в описании, как я уже и сказал. В описании чистый ролик будет. Могу откусить уральского. Накрошил пипец. Так, вопрос. Сколько сортов мелой глины я для себя открыл? В плане, допустим, сколько я видел, знаю, где заказать и так далее, ну, это очень много. Давайте из тех, которые я попробовал. Это около 20 сортов глины. Ну и примерно 100, наверное, с копейками там. Ну не 150. Ну, примерно вот такое количество от 110 до 150 сортов мела. Казалось бы, откуда столько их? Какие сорта ем? Сейчас уральская. Канцелярский мел, что скажете об этом? Ну, что тут сказать, я его сам кушал около 2 лет, 3, 4.
Ну, после того, как вы попробуете кусковой, настоящий мелок, навряд ли вы будете есть канцелярский. Но в целом, что сказать, это химия. Причем не особо вкусная химия. Как бы да, все в порядке, вам он нравится, пока вы не попробуете природный, как уже и говорил. Потому что после природного вы будете есть канцелярский только ради интереса к тому, как же я его раньше ел или ела. Эфир сохранится, как и всегда. ВКонтакте, наверное, заказывают только те, кто знает русский язык. На самом деле нет. Мне очень часто на английском пишут, то есть приходится общаться на английском. Или люди, кто, допустим, знает только английский, пишут опять же на русском, там как-то с переводчиком. Но опять же, решаемый вопрос. Глина и мел одинаковые на вкус? Ну, это странный вопрос, потому что даже мел от другого мела будет отличаться. А глина и мел, тем более разные по вкусу. Так. Когда уральскую кусаете, ощущение, что зубы трескаются, да. Ну, какая-то она твердая, либо очень сильно пересушена. Какая... Так, какая глина на мой вкус самая вкусная, самая ужасная? Самая вкусная, сложно сказать, потому что мне вот нравится уральская. Мне нравится Туркестан, допустим, коричневый. Мне нравится из Астаны. Но больше всего так, что сесть, допустим, и покушать, или кушать на продолжительной основе, я бы, наверное, смог уральскую. Что еще? Наверное, уральская. Какая самая невкусная для меня? Ну вот, допустим, какую же бы мне сказать-то? Наверное, это Туркестан серый, потому что он какой-то прям противный. Это, во-первых, соленый. Во-вторых, он сам по себе на Туркестан особо не похож. Ну, что-то он мне прям не понравился. И знаете, что самое удивительное? Из всех глин его заказывают меньше всего. То есть, ну вот он, я его как когда-то заказал, он там хранится у меня, и не знаю, вот он прям меньше всего продается. Я такой, ну, в принципе, и можно его зато и не заказывать. Если мел хранить в сыром месте, будет ли он запахом сырости, вкусом и так далее? Да, но кроме этих запахов и вкусов, он еще может приобрести запах и вкус плесени. Так, по вашему совету заказала у вас уральскую, она очень вкусная, правда, спасибо. Да, вот видите, я о чем и говорю. Ну, просто, допустим, если вы любитель глины, то вам, возможно, любая там понравится какая-то очень сливочная, жирная, залипучая. А, наверное, уральская более будет нравиться тем, кто привык кушать, допустим, мел, потому что она не залипает. У нее такой специфический, жесткий, как хруст, да, так и вкус. Какой-то он будто вот меловой, но очень-очень заглушенный, вот так вот вместе скомпонованный. Не знаю, как объяснить, но мне очень нравится она. В Сочи заказывают? Да, везде заказывают, абсолютно по всей России. И не только по России. Вот в предыдущем месяце чуть ли не половина заказов было за границу, поэтому, ну, очень часто заказывают на самом деле. Раз у меня тут все закончилось, предлагаю откусить что-то более интересное. Вот эту штучку возьму. Так, опа.
Ну, давайте. В принципе, вкус тот же самый, на вид другое. Так, топ-3 моих самых любимых мелков. Раньше вот все про Тюменский говорил, что он всегда в топ-3 у меня входил, по крайней мере, когда даже последний раз спрашивали. Но сейчас Тюменский больше не входит, потому что сухой сорт. Я сейчас люблю жирные. Топ-3. Наверное, это Васильполье. Наверное, это Красавчик, Эллин. Но чтобы не соврать, это практически все сорта. Вот Вельвет мне сейчас не особо нравится. Он приходит такой суховатый сорт. Что-то полужирное, как, допустим, Снежок. Снежок мне не особо нравится, потому что полужирный идет. Такая золотая середина, как все привыкли его называть. И да практически все, абсолютно все сорта жирные. Даже волоконовка, которую я сейчас кушал. Вельвет мне в принципе тоже нравится, но не нравится сейчас именно в новой поставке, которая пришла. Новый Оскол, Честер, Элит, Красавчик, ну, их очень много этих сортов. Поэтому топ-3 даже не назовешь. Сколько мела вы съедаете за день? Ну, сейчас не так много, грамм 300, хотя фиг знает сколько сейчас съел, уже, наверное, больше. Сколько процентов глотаете? Глотаю всегда все. Мало ли что тошнило от мелой глины. Что тошнило нет, то что не хотел его, да, это вот когда, допустим, прям переел, не хочешь. Ну там не хочешь-то полчасика, наверное. Сколько у вас стоит КГ мела? Всю, абсолютно всю информацию по ценам, по ассортименту вы сможете в описании увидеть. Даже, скорее всего, сейчас есть. Эфир я сохраню, сможете все посмотреть. Ты много говоришь, а не ешь. Ну, а вот здесь и не говорится о том, что я должен много есть. В общем, ребят, какой-то такой эфир получился. Очень скоро будет акция проходить у меня в группе меловой. Ссылочка будет находиться в описании. После того, как эфир завершится, я его сохраняю. И, соответственно, вы заходите по ссылочке и смотрите, что там будет за акция и так далее. Следующий момент. Скоро по абсолютно всей России и некоторым странам будет бесплатная полностью доставка мела. И по поводу маркетплейсов всяких, также скоро будет все это дело открываться. То есть кому-то интересно, допустим, в чем суть, почему на маркетплейсе кому-то будет интересно заказать. Это опять же из-за бесплатной абсолютно доставки. То есть там вы за нее не платите, да. И второй момент, почему кому-то будет интересно заказать с маркетплейса, хотя там дороже будет немножко. Потому что там будет такая упаковочка, что хоть в подарок дари. Тут каждый выбирает свое дело. Мел с ярко выраженным вкусом побелки – это самый идеальный мелок «Белая гора». И, в общем, всем спасибо за сообщение. Всем пока.